И всем привет! Меня зовут Влад4, Глент Кобяков. И сегодня мы с пацанами снимаем любимую мою рубрику «Кто снимет самый смешной тикток, получит 1000 баксов». Мы уже профи в съемке смешных тиктоков, поэтому судьи сегодня будут самые строгие. И сегодня они будут ржать как кони. И встречайте! Как видите, судьи профессиональные, в лошадином ржаче они разбираются. Пацаны, ну вы должны быть готовы к тому, что я сегодня выиграю. Потому что я уже занимал 3-е место, потом 2-е место. Кобяков, а сегодня... иди поспи, реально, давайте уже рубрику тянуть. Погнали, ребят! Погнали! Для первого раунда нам подготовили 4 варианта. Вот это! Смотрим, и нам попадается слово из 3 букв. Кек! Блин, прикольно, если в следующем раунде нам выпадет лол. А чем отличается лол и кек? Кобяков, вот ты кек, потому что над тобой стебутся. А лол это, ну, просто прикол, смешно. Ну понятно. Так, все запомнили? Да. Ну тогда давайте начинать! Так как кек это стёб, я хочу выстебать, знаете, таких манерных женщин, которые всегда жвачками, на каблуках. Смотрите, она на беговой дорожке надела платье, каблуки. Прям вот то, что мне нужно. И я хочу снять дуэт на этот тикток, чтобы нижняя половина кадра была взята с ее тиктока, а на верхней половине буду красоваться я. Короче, ребята, оказалось все не так просто. Мы 20 минут настраивали кадр, и я понял, что я вообще не могу запомнить движение этой женщины. Поэтому нам в голову пришла гениальная идея. Берем, переворачиваем наш штатив, врубаем режим селфи, вот так будет получше. Можно начинать. Вообще ничего не получается. Блин, ребята, у нас уже 10-я попытка и никакого прогресса. Вот, я за ней просто не успеваю. Эх, вот была бы здесь Галя, она бы с первого раза такой тикток записала. Кстати, ребята, напишите в комментариях, кого вы любите больше, билетера или Галю. Мне, если честно, больше нравится билетер. Но почему-то подозреваю, что вам будет больше нравиться Галя. В общем, пишите в комментариях, кого вы любите больше. Ребята, мы нашли просто идеальный лайфхак для этого тиктока. Если вы тоже хотите что-то снять синхронно в тиктоке, пользуйтесь. Мы замедлили запись в 2 раза. И теперь вот эта женщина двигается очень медленно, я могу под нее подстроиться. Давайте пробовать. Улыбаемся, волосы поправляем. Ну чё? Ой, вообще! Думаю, еще 1 или 2 дубля, и мы точно снимем финальную версию этого тиктока. Погнали! Так как Глент нам уже рассказал, что кеки это разные приколы над друзьями или над разными какими-то ситуациями, я хочу прикольнуться над Кабачковым. Кстати, блин, у Кобякова такая прикольная фамилия, ее можно по-разному коверкать. Напишите в комменты свою смешную вариацию с фамилией Кобяков, Крючков, Колпаков. Короче, зовем Колпачкова и погнали. Копляков, иди сюда! Короче, нужна твоя помощь. Я, во-первых, Кобяков, а во-вторых, что такое? Ну, надо, короче, чуть-чуть потерпеть для моего тиктока. Давай, ты уже 3 года терпишь, что еще не потерпишь денек. Надевай. Шапалахи, что ли? Да, только много. И в одном тиктоке. Давай, все сейчас поймешь. Все ради контента. Так, теперь спускайся. Давай еще. Ау! Это тестовый. Короче, я буду как на барабанах отыгрывать музычку, а ты в нужный момент должен вылезти и спеть песенку. Хорошо, давай. Ребята, мы готовы, посмотрите, камеру установили. Теперь, Кобяков, готовься. Начинаем! Кобячков, как дела? Я думаю, это получился офигенный тикток. Спасибо тебе. Не за что. Спасибо, Кострельков. Иди уже. Блин, я думаю, это как обычно 5 баллов в копилку Влада4. Двигаемся дальше. Я буду кекать с Глента. Я нашел прикольную маску в ТикТоке, которая усиливает эмоции. Смотрите, как это работает. Я могу слегка улыбаться, а она увеличивает мою улыбку. Прикольно. Сейчас найду Глента и сниму с ним совместный ТикТок. Я думаю, получится весело и круто. Погнали. О, Глент, здорово! Что ты уже опять Что? Офигеть. Прикольная маска, да? Честно говоря, я не ожидал. Я думал, ты сейчас придешь, предложишь что-то совместно снять. А по факту вы уже и так сняли. Да, так я снял ТикТок. Все, выкладываю. Под рубрику кек, кстати, очень даже подходит. Ну все, спасибо. Это не за что. Ну а вы, ребята, совсем скоро увидите этот ТикТок. Ну что, тиктоки в первом раунде уже готовы. Сейчас будем их показывать судьям. Но перед этим, ребята, напоминаю и прошу вас поставить
поставить лайк под этот видос. Это моя любимая рубрика, и я бы хотел, чтобы вы ее поддержали. Так, кто первый? Я просто уверен в своих тиктоках. Погнали. Ну что, уважаемые лошади, рубрика Кек. Сейчас мой тикток появится на этом телевизоре. Приятного просмотра, оценивайте. Итак, судья, оценка. Понятненько. Итак, теперь Глен. Что-то стало стрёмно. Рубрика Кек. Мой тикток. Очень забавно за ними наблюдать. Так, ваши баллы. 3-4-3. Ну, нормально. Лучше, чем у Кубикова. Это главное. Так, теперь я. Вот это, я считаю, нормальный тикток у меня. Вот, встречайте. Нормально. Оценочки. 4, 4, 4. Так, неплохо. Я пока что впереди. А вот я как-то не очень доволен своими оценками. Ну, тиктоки получше снимать надо. Давайте дальше. Варианты для второго круга. Кто выберет? Я. Так, вот это. Так. Опять 3 буквы. Лол! Прикиньте! Как? Вот это совпадение! Вот это лол. Ну чё, будем снимать лолы? А что ты говорил, лол, это что? Ну, это обычный прикол. То есть не стёбка над человеком, а просто приколдес. Есть идея. Погнали. Для этой рубрики у меня есть кое-что особенное. Конёчки. Сейчас мы узнаем, что бы было, если бы я всегда все свои дела делал на роликовых коньках. Погнали. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ребята, одну часть своего тиктока мне нужно снять на улице. И здесь немножечко скользко. И если я грохнусь, это увидите только вы на ютубе в бэкстейдже. Ну а в тикток, конечно же, будем снимать, пока я не проеду идеально. Ну вот такой вот он тикток. Там должно быть все четенько. Короче, сейчас я вам покажу, как бы я выносил мусор, если бы я всегда был на роликах. Ну, в принципе, я об этом и говорил. Все в порядке, я жив. Так, пожалуйста, я уже упал. Можно не падать еще раз? Все меня там услышали? Надеюсь. Ну, погнали. Так, мусор вынесен. Не, ребят, я нормально катаюсь, здесь просто скользко. Сейчас просто смотрите, и надеюсь, я опять не упаду. Погнали. Знаете, когда у тебя настроение на один дубль, вот если он не получится, то все, конец всему. Пошлите смотреть. Надеюсь, получился. Отлично! Слушайте, сейчас тоже интересный моментик будет. Сервировка стола на роликах. У меня очень мало времени для этого, нужно сделать все очень быстро. Ну, вы понимаете, да? Так, тикток готов? Ну, а мы начинаем. О, все получилось! Практически под линеечку. Конечно же, мыть пол на роликах будет намного удобнее и эффективнее. Ребят, смотрите на экран телефона, а я на исходную. Это был неудачный дубль. Ну кто мог ожидать от швабры, что она перевернется? Точно не я. Так, еще раз. Ну и вот мой финальный кадр. Так, все, на позиции. Интересная у меня работа, да? Это монтажеры просто зачернили экран. Как обычно, ребята, мы посмотрели, что у нас получилось, и решили, что нужно стол вот так вот переставить. Поменяли интерьер. Пишем. Сейчас будем снимать настоящий лол. Для этого мне нужна моя фотография. Ведь что может быть смешнее, чем мое лицо? Нам необходимо будет поставить телефон, поставить перед ним стакан и залить в стакан воду. И по идее, мое лицо должно как-то смешно измениться. Давайте проверим, как это сработает на деле. Заливаем воду. Ха-ха! Прикольно получилось, смотрите. Ничего себе! Меня растянуло. Сейчас это все смонтируем, добавим музыку и выложим в ТикТок. Погнали. Судьи, вы вообще ничего не понимаете в юморе. Я так старался, а вам не смешно? Ну ничего, у меня есть для вас тикток, который заставит вас ржать как лошади. Я нашел очень прикольный тикток. Там чувак отбивает теннисный мячик от ракетки, ловит его в рот, плюет в ракетку и назад ловит в рот. Согласитесь, это очень прикольно. И этот тикток реально читерский. Даже если у меня не получится выполнить трюк правильно, все равно будет очень смешно. Давайте снимать. Не получается. Ай! Больный тикток. Рот забыл открыть.
Ок, неприятно. Вот сейчас точно получится. Я был так близок. Ого! Да, ребята, у нас все получилось. Правда, не так, как надо, но зато еще более угарней. Реальный лол. Я надеюсь, что в этот раз жюри меня справедливо оценит, потому что в прошлый раз вообще непонятно, что произошло. 5 баллов. Я первый. Рубрика лол. Внимание на экран. Я офигел от того, что ты так катаешься вообще. Умею, Ну, красава. Так, оценочки. 4, 3, 4. Ну, нормально. Кто следующий? Кобяков. Раз, два, три, пошел. Внимание на экран. Это настолько плохо, что даже хорошо. Не надо мне тут. Оценки, может быть, 5, 1, 2. Ну, хоть один ценитель настоящего творчества. По центру. Все, давайте теперь покажу я свой ТикТок. Ну, вот такой вот лол у меня получился. Оценочки? 5, 4, 4. Офигеть, неожиданно. Ну, реально же смешно. Ну, чтоб на 13 баллов? Ну, не знаю. Так, стоп, нужно включаться. Давай, Влад. Все, погнали дальше. Давай, Кобяков, достань рубрику для третьего круга. Так, вот этот вот конверт. Чебурек. Ха, жиза. Ну, в принципе, тоже может быть что-нибудь смешное. Моя любимая рубрика. Погнали. Ребята, бывало ли у вас такое, что вы ночью захотели поесть, приходите к холодильнику, открываете его и вас спалила мамка? Ставьте лайк, если было. Вот у меня, например, постоянно. Поэтому прямо сейчас я сниму воспоминания из детства. Погнали. Первым делом нужно положить телефон в холодильник. Кадр уже выстроен, осталось выключить свет и приступаем к съемке. Открываем. Так, что тут у нас есть? Ну что, ТикТок я отснял, и совсем скоро вы узнаете, почему я был в таком виде. Ох, какая у меня жизненная жиза есть! Эта ситуация будет происходить с вами очень часто в тот момент, когда вы начнете жить самостоятельно. Сейчас вам это не грозит, потому что у вас есть мама, которая такая: «Эй, Ержан, подъем в школу!» А вот когда тебе нужно самому встать, появляется проблемка. И сейчас я о ней расскажу. Так, погнали снимать. Для этого кадра нужно лежать в кровати. Сейчас, подожди секундочку. Так, я сплю, тут звонит будильничек, и я решаю перенести его на 5 минут. Было? Так. А потом звенит будильник, и ты понимаешь, что ты проспал, и тебе нужно собраться за 1 минуту. А я покажу, как это обычно происходит. Сейчас у меня будет модельная фотосессия с очень напуганным лицом. Первая фотка, я увидел время. Потом я понял, что мне нужно снять покрывало. Даже если вы опаздываете, зубы почистить нужно обязательно. Только что мы сняли последний снимок для этого ТикТока, ребята. Я вам специально, я стою просто на одной ноге. Если что, я вам специально не показал пару кадров, чтобы вам на судействе было интереснее увидеть его впервые. Оцените тапки от 1 до 10 в комментах. Есть у меня одна жиза, которая не дает мне покоя. Знаете, эти сверхскоростные продавщицы в магазинах, которые очень быстро пробивают товар, а ты даже не успеваешь собрать его в пакет. И, собственно, про это будет мой ТикТок. Я уже к нему подготовился, взял продуктики, а также у меня есть реквизит. Вот такое вот подобие кассовой ленты. В принципе, под правильным углом даже похоже. Этот ТикТок я буду снимать не один, поэтому... Я тут! Приглашаем гостя. Где наши пакеты? Есть одно видео, где продавщица так быстро пробивает товар, а мы это превратим в клевый ТикТок. Изи. Так, ну что, кадр выставлен, и сейчас ребята из А4 Продакшена будут просто шпулять у нас продуктами, а мы будем это ловить. Я готов. Раз, два, три. Ну что, ТикТок мы сняли буквально за 10 минут, и по закону подлости он наберет больше всего просмотров. Если прошлые ТикТоки я снимал по часу, то этот мы сняли очень быстро, и я готов показать его судьям. Пацаны, сейчас я отыграюсь. Я начну первый, я в своем ТикТоке уверен. Это я в своем ТикТоке уверен. Рубрика «Жиза». Внимание на экран.
Ну что ж, Жиза, оценочки. 5, 5, 4. Это потому что там я был. Так, теперь я. Страшная ситуация, страшная ситуация. Так, оценки? 2, 4, 4. Ну, такие результаты, теперь иду я. Ну, жиза же. У Кобякова каждый день перед съемками такая жиза. Каждый день просто. 4, 4, 4. Так, нашим лошадям за 18, и это сыграло мне на руку. Неплохо идем, и последний раунд сейчас будет. Погнали тянуть конверт. Погнали. И последнее. Не левая. Так. О, да! Так, О, пацаны, да! даже не думайте. Это классика, просто готовьтесь. О, Кобяков! Так, не думай даже. Пранкуй кого-нибудь другого. Ко мне даже не подходи. Я вообще про другое. Ну, точнее, про это, но я предлагаю снять постанову. Постанову? Ну да, я хочу снять постанову, потому что ты и так у нас зашуганный, вечно всего боишься. Если я тебя еще и испугаю, ты сниматься нормально не сможешь. Ну да. Поэтому предлагаю снять постанову. В ТикТоке обычно такое просто залетает. Но, Кобяков, от тебя требуется идеальная актерская игра. Ну, окей, а что делать надо? Надо просто орать, визжать и очень сильно бояться. Так нормально. Опыт есть. Это главное, пойдем. Погнали. Кобяков, как обычно, около холодильника, заряжен. Все, что нужно для ТикТока у меня тоже готово. Можем начинать снимать. Ну а готовый ТикТок вы увидите, когда мы будем его презентовать жюри. Все, мы снимаем. Кобяков со скрипом, но сойдет. Как ты думаешь, кони мышей боятся? Ну, не знаю. Ладно, ты, конечно, не Леонардо Ди Каприо, но отыграл красиво. Нормальная Еще игра. раз спасибо. ТикТок получился вообще клевый. Я сейчас пранкану кого-нибудь из пацанов. Еще сам не знаю кого, но, блин, этот пранк просто бомба. У меня есть вот такие вот сырные шарики. Я вырежу в них дно, попрошу пацанов подать мне их, и когда они поднимут их, они высыпятся, и им придется убирать. Приступаем к реализации. Ну что, дно прорезано. Ловушка на месте. Сейчас садимся и ждем, пока кто-то из пацанов будет проходить мимо. Погнали. О, Владос, подай, пожалуйста, шарики. Я вообще не ожидал, ты чё, прорезал дырку? Ну все, убирай теперь, давай. Не буду я убирать. смысле? Ой, пранк, ты убирай. Я-то тут вообще при чем? Ну, Владос, ну Ты, конечно. пожалуйста. Нет. Тест для Кобякова. Как хорошо он знает животных. Кобяков, как делает собака? Гав-гав. Как делает котик? Мяу-мяу. Как делает утка? Кря-кря. А как делает кит? Ты чё? Ну получилось-то круто, Кобяков! Так классно, что ты не догадывался и попал в пранк. Каково тебе быть пранканутым? Ты воду мог хотя бы теплую набрать в рот? Может, еще колы хотел? Ладно, спасибо за ТикТок, Кобяков, извини, что издеваемся над тобой. Подписчики, поддержите лайк, ну он вообще не догадывался. Иди, дворники там включи. Финальный раунд, финальные баллы, и скоро мы узнаем победителя. Я первый, погнали. О, Владос, подай, пожалуйста, шарики. Ты что, обалдел? Кто убирал? Конечно он. Итак, оценки. 1, 3, 4. Да, Кобяков, подвинься! Пусти чемпиона! Так, готовьтесь просто ухахакиваться, потому что это серьезный пранк. Внимание! Тест для Кобякова. Как хорошо он знает животных. Кобяков, как делает собака? Гав-гав. Как делает котик? Мяу-мяу. Как делает утка? Кря-кря. А как делает кит? Кобяков, спасибо за то, что поучаствовал. Спасибо, что не я. А оценочки? 4, 5, 4. Отличные оценки. С Кобяковым уже понятно, Глентик мой, вот, кажется, единственный конкурент. Ну чё, готовы к пранку? Погнали! Кобяков, я поймал мышь!
Какой вы? Я не знаю, возьми щебень, Нет, движение! Ударь ее! Нет, сам! Ударь! Быстрее! Подойдет! Готов? Да! Раз, два, три! Компьютерную мышь! Ты чё? Ну, мне кажется, и пранк, и жиза, потому что лошади тоже мышей боятся. Хочу узнать баллы. И барабанная дробь. 5, 4. Ух, сейчас ведется подсчет баллов. И, пацаны, вот чисто нет предвзято. Какой тикток, по вашему мнению, самый лучший из всех, что здесь был? Свои можно выбирать? Понял. Мне больше всего понравился с Кобяковым и стаканом. Мне про кита понравилось. Нормально. Ну ладно, реально был достойный твой тикток. С китом? Да. Подписчики, а напишите ваш тикток, который вам понравился. Может, у вас какое-то другое мнение? Так, ну а тем временем баллы уже подсчитались. Сейчас нам на табличках раздадут наши места. Так. Есть, я взял. Я тоже. Всех все есть? Да. На счет 3. Раз. 2, 3. Первый! У меня первое. И у меня. Третье! Походу мы набрали одинаковое количество баллов. Так, давайте это проверим. Над нами сейчас появятся баллы. Мы реально набрали одинаковое количество. Подождите, меня это не устраивает. Меня тоже. Я король ТикТока в этом ролике. Я так старался, все делал. Так, ну поезд по-прежнему у меня. Нет, я слишком близко был к победе. Я хочу, чтобы поезд был мой. На сегодня. Нет, переносим на следующую рубрику с ТикТоком. Ладно, перенесем. Я отыграюсь, понял? Призовой фондик, я понял. Денежки разделили. Что У такое? тебя 600. Все, у нас по 500 баксов, но поезд по-прежнему у меня. Ну что, ребята, ставьте лайк под это видео. И в следующем ролике мы узнаем, кому достанется поезд победителя. Ну а пока он у меня. Ну а с вами был я, меня зовут Влад4, Глент Кобяков. Спасибо за просмотр и пока! Глент Кобяков.